В этом видео я собираюсь раскрыть вам секрет очищения почек. Секрет, который поможет вашим почкам избавиться от всех оксалатов и камней, чтобы они могли свободно дышать. А вообще, что такое эти оксалаты, которые вызывают образование камней в почках? Почему у некоторых людей, несмотря на лечение и правильное питание, почки все равно образуют камни? Почему боли в суставах, головные боли или даже проблемы с кишечником и мочевым пузырем могут быть связаны именно с этими оксалатами? И самое главное, что мы можем сделать, чтобы не только никогда не столкнуться с камнями в почках, но и очистить свои почки и сохранить их здоровыми. Но прежде чем продолжить, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Также поставьте колокольчик на все, чтобы получать уведомления о каждом новом видео и не пропустить эти настоящие медицинские советы по здоровью. Почему оксалаты так важны для очищения почек? Причина очевидна. Потому что самый распространенный тип камней в почках – это кальциево-оксалатные камни. На самом деле около 80% всех почечных камней состоят из кальция, и среди них примерно 70% это именно кальциево-оксалатные камни. То есть, если говорить точно, примерно 60-70% всех почечных камней это именно кальциево-оксалатные камни. Таким образом, оксалаты это именно то, что может привести к образованию почечных камней. Но дело не ограничивается только камнями, потому что когда оксалаты накапливаются в организме, они могут проявляться не только в виде камней. Эти кристаллы способны оседать в разных частях вашего тела и вызывать еще больше проблем. От возникновения состояния, похожего на подагру, до появления хронических воспалений в суставах и даже других тканях. Так что образование почечных камней – один из основных симптомов. Но отложение оксалатов происходит и в других местах, например, в костях, коже, суставах и даже в кровеносных сосудах. Кроме того, у человека могут возникать головные боли, вызванные оксалатами, или даже боль в глазах, боль при мочеиспускании, боль в области гениталий, мышечная боль и даже боль в кишечнике. Так что, как видите, существует широкий спектр симптомов, которые доказывают, что проблема – это не просто обычный почечный камень. Но действительно ли оксалаты, которые вы получаете из пищи, например, из фруктов, арахиса, шпината или шоколада, киви, клубники, чая и даже отрубей, которые богаты оксалатами, связано ли количество этих оксалатов напрямую с уровнем оксалатов в вашей моче? Краткий ответ – нет. До сих пор не установлено, что просто употребление продуктов, богатых оксалатами, приводит к увеличению оксалатов в моче. Однако мы точно знаем, что для возникновения таких проблем обычно у вас должно быть какое-то предрасполагающее нарушение в почках, печени или в вашем обмене веществ. Это нарушение приводит к тому, что ваш организм не может перерабатывать и выводить оксалаты так, как это происходит в норме. А у какого процента людей есть такие проблемы? У большинства людей. Почему? Потому что одним из важных факторов в этом вопросе является состояние вашего кишечника. Это значит, что если у вас есть дисбаланс микрофлоры или нехватка некоторых определенных бактерий, особенно лактобацилл, у вас возникнут проблемы с расщеплением и разложением оксалатов в кишечнике. В результате оксалат снова попадает в кровь и в конечном итоге оседает в ваших почках. С другой стороны, если у человека есть инсулинорезистентность, предиабет или диабет, или он годами употребляет много углеводов, вот почему я говорю, что это касается большинства людей, его почки и печень после стольких лет неправильного питания повреждены, и именно это приводит к тому, что организм не справляется с управлением оксалатами. Итак, теперь давайте перейдем к тому, что вы можете сделать для очищения почек и снижения этих проблем. Первый шаг – ограничить потребление продуктов с высоким содержанием оксалатов. Особенно это касается арахиса, сои, шоколада, шпината, листьев свеклы. Однако в мясе и молочных продуктах оксалатов практически нет. Но если вы на этой неделе уже ели продукты с высоким содержанием оксалатов или совсем не можете от них отказаться, один из способов –
есть их вместе с небольшим количеством сыра или другим источником кальция. Почему? Потому что это приводит к тому, что кальций в кишечнике связывается с этими оксалатами и препятствует их всасыванию в кровь и попаданию в ваши почки. Это один из лучших способов снизить вред оксалатов для почек. Но что касается сои, я советую полностью отказаться от нее, потому что в ней много оксалатов, и в проведенных исследованиях были обнаружены гормональные нарушения. На втором этапе употребляйте больше магния и цитрата. Оба они помогают оксалату, который не должен всасываться, оставаться в растворимой форме, и предотвращают образование камней. Чтобы получить магний, вы можете употреблять продукты, которые содержат достаточное количество магния. Или даже вы можете принимать добавку магния-глицината, чтобы снизить риск осаждения оксалатов в ваших почках. Что касается цитрата, я также рекомендую ежедневно употреблять 1 лимон или свежий лимонный сок вместе с питьевой водой. На третьем этапе вам нужно увеличить потребление пробиотиков. Под пробиотиком имеется в виду добавка или продукт, содержащий полезные бактерии, которые способствуют здоровью вашего кишечника. Лучше всего найти пробиотик, который содержит комбинацию различных штаммов лактобацилл. Для этого вы можете использовать йогурт и кефир, а также квашеные продукты и ферментированные овощи, такие как квашеная капуста, кимчи и домашние соленья. На четвертом этапе мы переходим к витамину D. Этот витамин может увеличить усвоение кальция, и когда у вас больше кальция, он может связываться с оксалатами в кишечнике и предотвращать их всасывание в кровь. В результате они не попадают в почки, и риск образования камней в почках снижается. Но, к сожалению, у многих людей есть генетические проблемы, связанные с витамином D. То есть у них возникают трудности с преобразованием и усвоением этого витамина. И исследования также показали, что существует очень сильная связь между теми, у кого есть камни в почках, и людьми с генетическими нарушениями, связанными с витамином D. Причиной этого, скорее всего, может быть нарушение всасывания кальция и снижение его способности связываться с оксалатом в кишечнике. Как я уже говорил вам ранее. Но каково же решение? Решение – это уменьшить потребление продуктов, богатых оксалатами, увеличить употребление пробиотиков, содержащих лактобациллы, принимать магний и лимон, а также обеспечить поступление витамина D, который я рекомендую принимать в дозе не менее 10 тысяч МЕ в день. Также ежедневно выпивайте 2,5 литра жидкости, чтобы ваша моча оставалась разбавленной и не возникало чрезмерной концентрации, способствующей образованию камней в почках. Потому что если ваша моча будет разбавленной, риск образования камней в почках значительно снизится. Если у вас сейчас есть инфекция мочевыводящих путей, вы должны знать, что она может привести к образованию аммиака. Такая среда способствует кристаллизации фосфатов и образованию камней в почках. Поэтому обязательно посмотрите это видео. В этом видео тоже есть потрясающая информация. Не пропустите его. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, дорогие мои. Я вас очень люблю. Увидимся в одном из этих двух видео.